Трагическое кораблекрушение судна «Сальвадор Альенде». Судно «Сальвадор Альенде» был построен на верфи в Варнемюнде, на территории Германии. Он был спущен на воду 30 июля 1973 года и был доставлен кубинским владельцам. Длина судна составляла 150 метров, ширина 21,8 метра. Он был оснащен одним дизельным двигателем, который давал служебную скорость 19 узлов, 35 км в час. На момент его потери судно «Сальвадор Альенде» принадлежал Черноморскому пароходству Украины. Судно «Сальвадор Альенде» возглавлял капитан Чулюков Сергей Михайлович. В ночь с 1 на 2 декабря 1994 года, закончив погрузку риса в Биг-Бэгах в порту Фрипорт, Техас Фрипорт, судно снялось в рейс на Хельсинки, Йота 18 декабря. Там же планировалась смена экипажа, и многие уже упаковывали свои вещи и готовились к долгожданной встрече со своими родными и близкими. 4 декабря судно вошло в воды Атлантического океана и было взято под проводку канадского метеоцентра. 6 декабря радисты приняли карту погоды, из которой было ясно, судно может попасть в мощный ураган, который движется вслед за судном с большой скоростью. Капитан принял решение изменить курс судна и уйти от надвигающейся опасности. Об этом он сообщил оператору Тринитас. Вечером 8 декабря погода стала резко ухудшаться. 8-метровые волны обрушивались на судно, что и привело к смещению груза в трюмах. В 23 часа 40 минут мощный удар волны вывел судно из состояния равновесия, пошел обвал груза в трюмах. Судно получило статический крен на левый борт порядка 22 градуса. Капитан объявил тревогу и приказал всему экипажу собраться на мостике. В это время многие уже спали. Наспех одевшись и захватив с собой спасательные жилеты, экипаж начал собираться на мостике, который находился 4 палубами выше основных жилых помещений. Когда основная часть экипажа собралась на мостике, очередной мощный удар волны сильно накренил судно, и люди, находящиеся на мостике, начали падать. От сильного крена произошло прекращение подачи смазочного масла на главном двигателе, что привело к его автоматической остановке и невозможности дальнейшего управления судном в штормовых условиях. Самое обидное, что конструктивные особенности судна не позволяли производить перекачку воды и топлива с борта на борт. Эти особенности не позволили экипажу спасти судно, груз, да и самих себя от гибели. Капитан принял решение подавать сигнал бедствия и покидать судно. Вскоре после полуночи был подан первый сигнал СОС. Начальник радиостанции получил подтверждение с берегового радиоцентра и оповестил экипаж о том, что на берегу уже знают, что судно терпит бедствие и что помощь придет. В это время экипаж пытался спускать спасательные средства на воду. Шлюпка номер 2 была разбита волной о борт судна во время спуска. Спасательные плоты после спуска на воду обрывались с линией и уходили в бушующий океан без людей. Тогда по инициативе второго помощника капитана начали в прямом смысле слова стаскивать шлюпку номер 1 до уровня главной палубы. Так как из-за сильного крена шлюпка лежала на борту судна и под своим весом не опускалась. Когда шлюпка была на уровне главной палубы, экипаж начал посадку в шлюпку. В этот момент шлюпка начала самопроизвольно опускаться на воду. Попытка удержать шлюпку при помощи шлюпочного устройства не увенчалась успехом, шлюпка уже касалась воды, и ее начало бить волнами о борт судна. Тогда капитан дал команду, чтобы шлюпка отошла от судна. От больших динамических нагрузок заклинило носовой кильблок, и он был вырван с куском днища шлюпки. Шлюпка начала заполняться водой, но благодаря своей конструкции оставалась на плаву примерно до 12 часов дня. Примерно в 2 часа 30 минут 9 декабря первые 11 человек покинули судно на шлюпке номер 1. Оставшаяся часть экипажа разместилась на главной палубе с правого борта в районе надстройки. Все спасательные средства уже были спущены на воду, у экипажа оставались только спасательные жилеты.
Статический крен судна Сальвадора Альенде был уже 45 градусов. Получив сигнал бедствия, самолет канадской спасательной авиации, базирующийся на полуострове Новая Шотландия, Канада. Самолет вылетел на поиски терпящего бедствия судна. Погода была явно не для полетов. Самолет бросало из стороны в сторону. Вскоре после 4 часов утра они обнаружили судно и сообщили всем точные координаты места его нахождения. Весь флот, находящийся недалеко от этого места, сменив курс, пошел на спасение экипажа терпящего бедствия судна. Одесский сухогруз Франц Богуш, имея груз металла на борту, поспешил на помощь своим землякам, но сам чуть не потерпел бедствие и вынужден был уйти из опасного района плавания. 106-я спасательная группа Нью-Йоркской авиационной национальной гвардии начала передислокацию в Канаду для дальнейших полетов с целью спасения экипажа теплохода Сальвадор Альенде. Самолет летел на малой высоте, тем не менее свет его мощных прожекторов наблюдался как тусклый свет свечи из-за стоящей в воздухе смеси соленой воды и мокрого снега. Капитан судна Чулюков Сергей Михайлович включил портативную радиостанцию и вышел в эфир на 16-м канале. Он сказал, что на борту находятся люди, но уже без спасательных шлюпок и плотов. С самолета последовал какой-то ответ, но из-за шума ревущего океана понять его было невозможно. Капитан попытался связаться еще раз, но его уже никто не услышал. Примерно в 5 часов 30 минут судно полностью легло на борт, погружаясь кормой. Оставшаяся часть экипажа перебралась уже прямо на борт судна и начала покидать тонущий кусок железа. Волны уже перекатывались через корпус тонущего судна, унося с собой по 2-3 человека. За несколько часов стихия разбросала людей на большом расстоянии друг от друга, что затруднило поиски и спасение экипажа. Примерно в 7 часов утра 9 декабря 1994 года судно Сальвадор Альенде утонул. Из 31 члена экипажа спаслись только 2. Третий механик Александр Таранов и второй штурман Иван Скиба. Операция по поиску моряков Сальвадора Альенде продолжалась 5 суток. Перед рассветом 10 декабря грузовое судно «Таранджан» обнаружило и забрало одного выжившего из судна Сальвадора Альенде, второго помощника корабля. Второй моряк, плывший в воде, был спасен экипажем вертолета Национальной гвардии Нью-Йорка примерно в 75 милях, 121 километр, от места, где затонул корабль. Тела 7 моряков были обнаружены кораблями, остальные 22 члена экипажа пропали без вести. Точной картины гибели судна и действий экипажа нет. Расследование продолжалось некоторое время. Эта трагедия обрела контуры нелепой, из роковых случайностей сотканной, истории так и не расследованной до конца.